Всем привет! В этом ролике хочу поделиться своим парагоном на Ice Shards билд на колдуна. Полностью билд со всеми объяснениями для тех, кто не смотрел предыдущий ролик, ссылку оставлю в описании. Ну или здесь справа сверху выскочит ссылка. После просмотра этого ролика, если нашли какие-то недочеты или же у вас лучше парагон по вашему мнению, то залетайте в Discord, делитесь инфой. Мне будет интересно глянуть на ваш парагон. Итак, начнем с первой доски. И так по порядку. Давайте сразу договоримся о том, что не нужно прям полностью копировать парагон. У каждого разная, так сказать, прокачка может быть. Кому-то может не хватать немного живучести, кому-то может не хватать немного урона. В основном советую, так как мы играем на колдуне, то делайте упор лучше на урон. Итак, я пошел на начальном борде по правой стороне. Тут у нас усиление нефизического урона. Глиф сюда поместил тактика. Ну и топ крутой бонус. При каждом использовании защитного навыка мы увеличиваем наш урон. Как вы видите, мы используем все защитные навыки, поэтому без этого глифа вообще никак. Ну и также собрал тут магические ноды на усиление и немного защиты пришлось взять. Ну и далее двигаемся по правой стороне и переходим ко второй доске. Доска называется Мастер Чар. Тут выбрал глиф разрушения. За каждые 5 ловкости в радиусе основные навыки наносят больше крит урона. Ну и доп навык крит удара увеличивает весь урон, получаемый противником от вас. Внутри радиуса глифа выбрал все магические и редкие ноды. И также, вы видите, пошел в разветвление. И тут тоже выбираем редкие магические узлы на увеличение физического урона. Далее идем к третьей доске. Это у нас ледопад. Глиф тут я выбрал обморожение, увеличивает урон по окоченевшим, дополнительный бонус от глифа после заморозки. Противники наносят вам на 13% меньше урона в течение 5 секунд. Собираем редкие магические ноды. И смотрите, тут еще остается сила воли. Если хотите больше урона, то, допустим, можете взять эти два и не брать на защиту. Я пока что все еще думаю, как будет лучше. Далее собираем вот эти ноды, редкие и магические. Урон по охлажденным. Также тут не физический урон увеличивается. Также идем как я, чтобы не тратить лишние очки. Отсюда мы потом пойдем вниз на пятую доску. Но это потом. Вначале откроем вот эти верхние ноды, которые усиливают урон от холода. Отсюда открываем четвертую доску, пылающий инстинкт. Глиф тут выбрал питатель пламени. За каждые 5 ловкости увеличиваем урон по горящим противникам. И дополнительный бонус наносите на 10% больше горящим противникам. Кто спросит, зачем нам урон по горящим? Отсылка к прошлому ролику, там все сказано, но в 2 словах повторюсь. Эффект чар от огненных стрел делает всех противников горящими. Так, используя морозный навык, мы поджигаем врага. Все просто. Тут также собираем редкие магические ноды и далее вот так же двигаемся и собираем эти ноды. Тут у нас урон по горящим, дополнительно урон по элитам и собираем броню и попутно снижение урона от элит. Тут у меня 13 уровень глиф, нужно будет его до 15 довести, и тогда эта вся ловкость также получит усиление. С этой стороной закончили, возвращаемся к третьей доске и отсюда идем вниз, открывая пятую доску. Тут я выбрал холодная судьба и глиф контроль. За каждые 5 ловкости наносим больше урона по противникам, находящимся под эффектом контроля. Это замедленные, окоченевшие, замороженные, оглушенные. Доп бонус мы наносим на 10% больше урона замедленным или окоченевшим, или вместо этого на 20% больше оглушенным и замороженным. В нашем билде будет чаще работать именно по оглушенным и замороженным, то есть будет еще больше урона. Но так как у меня, увы, еще не 100-й уровень в связи с некоторыми обстоятельствами, то переходим к сайту и там уже продолжим парагон. Тут также, как я, выбираем редкие магические ноды и еще собираем вот эти ноды, которые также увеличивают наш урон по уязвимым. И теперь самое главное, это как дополнительный совет всем, кто любит тестить и все такое.
В общем, если, к примеру, мы видим, что у нас мало урона по уязвимым или мало крит урона, то мы можем эти глифы менять местами в зависимости от потребности. Вы скажете, да, мы, конечно, это знаем, то, что можно менять глифы, но тут так глифа построено, что можно это все легко менять, не теряя на этом ничего. К примеру, если мы хотим больше урона по уязвимым, чтобы было, так как в основном его не так уж и много, то мы можем попросту менять глиф местами, к примеру, можно тактику поменять местами с контролем и ничего не потерять, ведь там и там нам нужна ловкость. Или же, если хотим, чтобы больше было критов, то меняем глиф разрушения местами с питателем пламени или же с любым другим, там где есть ловкость. Тут, кстати, еще есть один крутой глиф, эксплойт называется, за каждые 5 единиц ловкости наносим больше уязвимым урона. Все они в основном от ловкости зависят, поэтому если у нас, к примеру, есть этот глиф прокачанный, то можно его также поменять на любой другой. И, опять же, повторюсь, не теряя ничего при этом. Просто можно тестить и смотреть, как будет увеличиваться ваш урон. Или же уменьшаться. Как так постарался объяснить по своему парагону. Еще раз повторюсь, если у вас есть пример, где вы нашли что-то более эффективно или лучше для этого билда, то буду рад, если поделитесь вашим парагоном, ибо идеально парагон, мне кажется, сделать нереально. Ссылка на Discord в описании, залетайте. Ну и самое главное, хочу пожелать всем мирного неба над головой и всем пока-пока.